Когда Riot анонсирует нового персонажа, каждый из нас знает, что еще несколько недель и мы сможем опробовать чемпиона в бою. Но есть и те, кому так и не удалось выбраться из стадии разработки в клиент игры. Некоторых только нарисовали, многие даже получили умения, большую часть из них похоронили, но для некоторых еще теплится надежда о возвращении. Об этих чемпионах и пойдет речь в этом видео. А ваша? А ваша, возможно, была создана, чтобы соответствовать сюжетной линии Катарины, до того как Катарина перестала быть наемницей и стала дочерью генерала Ноксуса. Она также может быть ранней концепцией Ривен, учитывая ее гигантский меч. Армор также имеет сходство с броней Ривен. Авердиан. Ходили слухи, что Авердиан станет новым чемпионом Лиги Легенд. Возможно, он был переработан в Хеймердингера. На карте 2010 года, посвященной Хэллоуину, можно было увидеть гроб с ним внутри. Гэвит – король растений. Гэвит был отменен, поскольку он не соответствовал художественной теме Лиги Легенд. Его мы также можем видеть на Хэллоуин карте 2010 года. Гроб с ним внутри можно было увидеть в правом нижнем углу. Очень вероятно, что король растений был пересмотрен в пользу Маокая, который более подходит стилю Лиги Легенд. Железный инженер. Об этом персонаже нет конкретной информации, но вероятно Блицкранк получил его дизайн. Присцилла, королева пауков. Ходили слухи, что королева была переделана в Нидали, поскольку это имя использовалось для королевы пауков. Кроме того, в начале разработки Нидали использовала яд во всех своих атаках, а ее пассивка Prowl давала ей маскировку. Также вполне возможно, что она была переработана в Ургота, но это не было подтверждено. В последнее время на официальном форуме Риота все чаще заговаривают о ней, и Риоты весьма уклончиво и с большой неохотой отвечают, так что судите сами, возможно это знак. Роб Блэкблейд, лихой вор. Роб Блэкблейд был отменен из-за того, что не вписывался в стилистику Лиги Легенд. Все стороны этого чемпиона были слабы, поэтому он был пересмотрен. В итоге после своего развития он стал удиром. Перед финальным концептом Роб Блэкблейд имел ранний дизайн, который даже был включен в файлы клиента для закрытой беты. Табу, Вуду Шаман. Табу, также известный как The 48 Slave, мог стать новым чемпионом, но в настоящее время его выход отменен. Табу может быть основан на чемпионе из Дота, Вулджин Вич Доктор, и возможно был переработан в Свейна. Он также был похоронен на карте Хэллоуина, в правом нижнем углу вместе с Авердианом и Гевидом. Well the Hydra Soul, или Водный маг, отмененный чемпион Лиги Легенд. Некий Сатериас заманивал людей в море, топил и превращал их в рабов. Однажды в его руки попал высший священник, который перед смертью успел сказать последнее слово высшим силам. В итоге превращение пошло не по плану. Став бессмертным, он назвал себя Hydra Soul и поклялся выполнять только волю высших сил. Возможно, персонаж был отменен после некого поста на одном из форумов, в котором скептически отнеслись к тому, что персонаж будет иметь способности, связанные только с водой, а также ставились под сомнение технологические способности клиента для отображения эффектов от умений. Тем не менее, пассивка и ульта были придуманы. Пассивка Shooting Aura восстанавливала ману союзным чемпионам. Ульта призывала морского коня на помощь. Omen. Omen – один из невышедших чемпионов, который остался на стадии разработки у Riot Games. Omen – четырехногое демоноподобное создание. Приостановка работы над Оменом была аргументирована выходом Ривен. Работа над Оменом лишь приостановлена, и возможно мы еще увидим его в игре. К слову, возможно именно Омена мы можем наблюдать слева позади от Хогмава юрского периода. Урф Ламантин. Несмотря на мирные пути своего народа, Урф боготворил силу и мастерство чемпионов в Лиге Легенд. Больше всего Урф восхищался Джаксом. С момента своего появления на арене Джакс не проиграл ни одного из 152 боев. Для компенсации силы этого чемпиона в лиге создали специальные санкции, ему разрешено пользоваться только определенным оружием. Сейчас в этот список входят фонарный столб, нога-цыпленка, удочка и картонная трубка. В своем стремлении быть похожим на Джакса, Урф вооружился двумя символами своего народа – рыба, символизирует щедрость моря, и лопатка, символизирует кулинарное мастерство народа. Урф начинал свое путешествие как первый чемпион лиги своего народа, надеясь скрестить рыбу и лопатку с фонарным столбом и куриной ножкой. К сожалению, его история приняла печальный оборот. Плывя вдоль реки в Саммонерс Рифте, Ур загадочно трагически погиб. Свидетельства очевидцев были неутешительными. В конце концов, все, что осталось от него, это его кожа, но даже она была украдена ворами. Riot Games 2 года подряд использовали Урфа на 1 апреля. Оба раза его представляли как персонажа бета-теста. Кроме того, Варвик получил специальный скин в память о Урфе, причем его стоимость была 5000 РП. В первый день скин продавался с 99% скидкой, то есть за 50 РП. Во второй день с 90% скидкой, 500 РП, что тоже неплохо. Если кто-то не успел купить скин за 2 дня, у него оставался последний шанс купить его, но уже за полную стоимость. Шутка оказалась настолько успешной, что Riot решили пожертвовать доходы за день в SaveTheManatee.org, благотворительную организацию, которая занимается защитой ламантинов. Его скиллы. Пассивка. Урф становится более быстрым и ловким в водоемах. Флиппи-флаппи. Урф выбирает одно из оружий, которое более подходит для команды. Атака рыбой наносит урон за время, а удар лопаткой наносит повреждения сразу. Poseidon's Gaze.
Урф призывает силу Посейдона, которая снимает туман войны с карты. Loop Strike. Урф атакует врага с разрушительной силой. Omni Splash призывает водных элементалей на помощь. В одном из скинов Ургота есть большой кусок мяса с надписью Manatee 1/2 Off, возможно, это его останки. Призрак Урфа можно было увидеть на карте, посвященной Хэллоуину 2010 года. Чемпионы без истории. Eagle Rider, наездник на орле. Тики. Об этих ребятах на данный момент ничего не известно. У риотов в запасе томится еще много чемпионов, ожидающих своего часа, таких как Лиссандра, третья сестра Фейл Йорда, первые две Эш и Седжуани. Временной маг Темпус. Разговоры о нем ведутся уже второй год, и его разработка уже в который раз была отложена и возобновлена. Также нас ждет некое новое элементальное существо, о котором пока мало что известно. Возможно, это будет некий огненный феникс, антагонист Нивии, либо громовой ящер, извергающий молнии. Нам остается лишь гадать. Все еще может измениться, и возможно мы их так и не увидим, кто знает. Видео создано X-Delayed Production, специально для lolgame.ru. Жмите палец вверх, подписывайтесь на наш канал на YouTube и увидимся в следующем патче.